Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Talks, и сегодня слегка, возможно, неожиданной темой. Поверьте, для меня она тоже была неожиданной, потому что совершенно рандомно пришла ко мне в голову. Ну, да ладно. Итак, романсы в играх. Многие девушки, как я знаю, очень даже любят и хотели бы больше игр, где есть тропы с любовными линиями, и будь то полноценная игра конкретно, вот нацеленная прям на любовь и для романтики, да, созданная, скажем так, либо просто игра, где любви как бы не уделяют основное внимание, но она там есть как часть сюжета и вот фигурирует. Только давайте я сразу обозначу. Тут про романсы, визуальные новеллы, атомы, инди, AAA игры с возможностью романтить, нацеленные именно на женскую аудиторию. Типа тут будут игры из разряда «Женский взгляд», «Женочий погляд», «Female gaze», называйте как хотите. И нет, если что, я не говорю мужчинам прямо сейчас взять, выключить видео или никогда не играть в эти игры, но я просто предупреждаю о том, что не стоит удивляться, что вот это видео сейчас и игры в этом видео конкретно ориентированы на женщин. Типа, на вас и так ориентировано 90% любовных игр. Можно хоть что-нибудь будет для женщин. Что значит, тут не будет никаких игр, где можно романсить с какими-то, боже, помилуй, объективированными женщинами и прочего такого фан-сервиса. И раз уж тема зашла, романтические игры с female gaze — это не просто какие-то девочковые штучки, это просто способ взаимодействия с героями и героинями, в котором женские желания и эмоции в центре, чего на самом деле в некоторых, во многих играх недостает, и вот конкретно таких игр из этого разряда можно пересчитать по пальцам. Ну, я имею в виду классных и действительно прописанных игр, нацеленных на женщин, потому что всяких там мужских гаремников или кринжи конвейерных историй пруд-пруди, это типа и так понятно. Вы бы знали, сколько я лазила в Стиме во вкладках игр на тему романтика, визуальные новеллы, там атомы и симулятор свиданий, и сколько говна я повидала. Найти там что-то годное хотя бы без сексуализации, хотя бы, это уже труд. А еще и реально для женской аудитории. Nope. Там долбанные тысячи игр, где 90% из них это гаремники и новеллы со скинами жутких тяночек для, извиняюсь, для школьников, ну, вы поняли. И где на самом деле даже нет романтики, просто один кринж. И это еще повезет, если там нет разного рода насилия. И вот через пару минут после просмотра всех тех игр я чувствовала себя тем самым мемом. Долгое время индустрия относилась к романтике, снова же к хорошей, прописанной, качественной романтике, как к чему-то второстепенному. А если речь шла о женской аудитории, снова же тут тоже, нет, крест. Сейчас ситуация, благо, улучшается, и если делают ставку на игры и романсы в играх для женщин, то все-таки бывает очень часто либо какие-то клише, либо какой-то полный ред флаг с токсичной маскулинностью, который подается как норма. Так вот, когда мы говорим о female gaze, мы говорим о том, что тут первое. Женские персонажки могут быть и должны быть личностями, а не просто объектами желания с утрированно каким-то 10-м размером груди или талии с мой палец. Второе. Мужские персонажи могут быть интересными и без гипертоксичности. Это я еще не начала говорить про то, что мужчин в романтике тоже обычно делают через male gaze, но ладно, это уже другой разговор. 3. Любовная линия — это не просто дополнительная фича и может быть полноценной историей, которая влияет на эмоции и развитие героев и героинь. Короче, в моем понимании female gaze — это также, когда нам дают не просто романтическую игру, а возможность прожить хорошую прописанную историю с ГГ, которая написана для нас, а не вопреки нам. И конкретно такие игры жанра романтики должны иметь в себе более весомый стандарт, фокус на эмоциях, на связи и развитии отношений, что в отличие от уже упомянутых игр с male gaze не базируется исключительно на визуальной объективации или не делает женщин просто декорацией для мужского взгляда. Теперь вернемся к теме. Так, цель видео — это показать, какие игры действительно уважают женскую аудиторию, предлагают качественные романтические истории, опираясь и на, либо только на женщин. Потому что где еще можно найти таких классных? Короче, Делулу и Засолулу. Скажу вам прямо, я не всегда была человеком, что осознанно выбирает и любит романсы в играх. Типа, да, я любила очень давно романтические аниме или манхвы, любила читать книги про любовь. Ну, окей, сейчас я тоже люблю, но немножко другого уровня. И
такого вот прям, чтоб я горела котом и визуалкам или каким-то романтическим линиям конкретно в играх, раньше у меня не было. И прикол в том, что я не могу сказать это из-за того, что раньше снова же не было такого большого, ну как большого, ну вы поняли, обилия игр, нацеленных на женщин с этой темой, либо это просто я поменялась, я хз. Хотя ок. Была одна визуалка, что меня заинтересовала еще в далеком 2013-м, но про это позже. Так вот, в какой-то момент, когда зафорсилась тема с ишками и ботами, например, Чарктера, там еще плюсом всякие романс-клабы на телефон. В общем, в один момент все изменилось. Когда-то давно 4 народа жили в мире. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Не, серьезно, потом еще вышла БГ-3, и да, я могу говорить про нее часами, потому что я не иронично считаю, что по прописанности романса в БГ-3 это просто, ну, ее, блин, надо брать в пример про конкретно вот в романсах, мне кажется. Ну и, конечно, мне не только это хорошо, она сама по себе очень классная, в ней много плюсов, но мне кажется, если я сейчас не закончу, то просто вам надоем, потому что снова же я могу говорить про нее очень долго. Может быть, я однажды даже сделаю отдельный видосик по БГ-3, не знаю. Так вот, и с этого момента точка невозврата. С этого момента пути назад уже нет. Ты не просто хочешь романтики в играх, ты хочешь хорошей романтики в играх. Но что же делает романтику в играх хорошей, если углубиться? Я как бы во вступлении поверхностно об этом говорила, упоминала, но мы можем немножко пойти в тему. Плюсом, если кто не знает, я сейчас пишу книгу, где тоже будут романтические линии, и меня саму до жути бесят всякие клише или глупые моменты без прописанности, так что тут еще в свет выходят какие-то мои личные субъективные взгляды, что ли. Итак, первая прописанность ГГ. Это вот прям, это самое основное, наверное, какая-то база. Так вот, у них есть личности, you know, не просто фасад ради какой-то конвенциальной красивой картинки. У них есть цели, рост, истории и недостатки. Когда есть недостатки, это прям очень прекрасно. Типа, когда я вижу прописанный романтический интерес с личными проблемами и жизненной ситуацией, не просто как бы поверхностно сделанного перса, где вот вам персонаж, вот вам его история в 2 словах, без особой мотивации или наглядности, любитесь. Типа, для меня это уже кажется огромным плюсом. Хотя про игры с ВЛВ линиями, ну, женщины любят женщин, я хотела снять отдельное видео, позже это сделаю, но тут тоже упомяну, что да, очень круто и неплохо, когда нам дают выбор. Это самое разнообразие. Выбор по типу мужчину или женщину романтический интерес, выбор в характере, в истории, во внешности, во многом. Никто не просит выдать какие-то 10-15 ГГ романтических интересов. Достаточно сделать каких-то 2-3, но сделать их качественно, сделать их так, что ты будешь сидеть потом и во время этой игры думать типа: о май гад, а кого мне романтить? Они все такие классные, интересные, просто они такие харизматичные и прекрасные, и этого будет достаточно. Третье — это акцент на эмоциональной близости. Блин, мы хотим истории, Мы хотим истории с эмоциональной близостью. Это тоже вытекает из первого пункта, в принципе, потому что, ну, не получится сделать эмоциональную близость с персами, с которыми у вас просто нет каких-то точек соприкосновения, которые просто не описаны, не раскрыты, не рассказаны, у которых нет чего-то цепляющего. Вообще круто, если эти истории еще приправлены какими-то, не знаю, нотками грусти или боли. Нет, не потому что я такая злая и хочу, чтобы персы страдали. Нет, не из-за этого. Просто потому что именно вот этот момент иногда нам дает это самое сближение с героями и героинями. Просто мини-пример. Я люблю Астариана из Baldur's Gate 3. Надо же, каков секрет? И это не потому, что он конкретно мне кажется субъективно красивым. Нет, это, в первую очередь про вовлеченность в его историю, про его характер. Типа, в нем я увидела отражение каких-то своих историй и демонов. Он знает, что значит не иметь власти над собственным телом. И то, что нас погрузили в это одновременно и грустно, и сильно. Ладно, я становлюсь сентиментальной, наверное. Еще раз, эмоциональная близость с героями и героинями — это очень круто. А теперь, раз пошло такое дело, можно еще упомянуть романтический контент, который мы не совсем хотим видеть. Ну, по крайней мере, я и, возможно, со мной многие согласятся. Клишированные тропы, непрописанные романсы, снова же это база. Например, когда имеет смысл вовсе не делать любовную линию, чем сделать ее плохо.
Вот как бы я, например, не любила серию Assassin's Creed, и, конечно, она вообще не про любовь, она совсем про другое, я это понимаю, я знаю. Но, возможно, иногда все-таки имеет смысл вовсе не делать любовную линию, чем сделать ее плохо. Когда нам дают поверхностные занятия любовью, уж извините, либо ну такой среднячок. Я считаю, что некоторые линии там можно было бы, например, сократить и вместо них сделать какую-то там одну или две, но классные, интересные, либо пустить вообще финансы на что-то другое, а не на любовные линии. Типа нет, снова же, я не говорю, что это плохо, то, что они добавили даже просто там какой-то занятие любовью ради занятия любовью, окей, но это тоже не выглядит очень интересно в плане того, как это сделано. Ладно, все, ладно, не важно. Еще вспомнила Dragon Age Veilguard, хотя сама история, игра мне понравилась, я ее прошла дважды, и там все не совсем плохо. Нет, там вполне себе даже, да, нормально, хорошо. И как бы герои и героини харизматичные, истории у них есть, и нам подают как бы возможность романсов. Просто я как, скажем так, избалованная той же БГшкой, наверное, ну, избалованная. И мне показалось, что каких-то взаимодействий с романтическими интересами было маловато. Маловато катсцен. Но это только я. Кстати, я романтила Эмрика и Луканиса. Дальше романтизация насилия. И сюрприз-сюрприз, я сама люблю дарк-романсы в какой-то степени порой. Только вот между условным, не знаю, я злой вампир, и я кушал людей. Да, такой себе пример. И я тебя похитил, издевался, унижал, и теперь у тебя стокгольмский синдром, и ты меня любишь? Есть разница. И вот этот второй пример иногда может иметь настолько отвратный характер, выглядеть настолько плохо в играх, книгах, фильмах, в чем угодно, что просто хочется это скипнуть. И хотя я тут покажу не все игры с романтическими интересами, полными гринфлагами, ну, снова же, тут все-таки про прописанных со своими травмами и сложностями ГГ, поэтому это логично. Сделать полный ideal гринфлаг тоже было бы и затруднительно, и иногда не прописано. Но в тренд Hear Me Out вполне вписывается часть персов из игр, что я дальше назову. Короче, ангстовая арка, где есть конфликт и элементы опасности, и романтизация, где насилие плюс манипуляция равно страсть, вымазанная в глиттере и выдаваемая за романтику, ну, это чуть-чуть разные штуки. Основы мы вроде как обсудили, хотя у меня часто бывает так, что я хочу что-то еще добавить и сказать, но уже после того, как тема прошла. Идем дальше. Помните, я упоминала в начале, что была в далеком 2013 игра, что меня заинтересовала. Давайте с нее и начнем, так как это прям олдовская игра. My Candy Love, или известная также как Сладкий флирт. Вышла она в 2011 году, и в то время она была еще флеш-игрой с одной частью про школу. Впоследствии компания расширила круг действий и перешла не только на онлайн-сайт, но и приложение в Play Market, а также развили игру до 3 основных частей и DLC, продолжая работать над ней и сегодня, кстати. Рейтинг ее в некоторых эпизодах 18+. Я сама играла только в первую часть, это было давно и неправда, так что ручаться за эту игру сейчас я не буду, но считаю, что упомянуть ее стоит как классику. В то время она была очень популярной, и, как я знаю, многие ее хвалят и сейчас. Сама по себе игра бесплатная, однако условно, потому что в какой-то момент понадобятся бонусы. Бонусы у нас это ресурс, как и монеты. И пока мы общаемся с кем-то, то этот ресурс тратится, и зарабатывать его бесплатным путем, ой, как нелегко, на что в подмогу приходит донат. Сама игра у нас является визуальной новеллой и в общей сложности имеет 8 любовных интересов, интригующие жизненные сюжеты и истории по мере накопления отношений выдает разные постеры. Дальше у нас Love Choice. Визуальная новелла с мини-играми и элементами point and click. Тут у нас не самая тривиальная романтика, где мы выбираем себе романтические интересы и идем в наступление, а 3 цельные истории, охватывающие темы знакомства, поддержания отношений на расстоянии и семейной жизни. Истории расследуют различные аспекты любви и взаимоотношений, в каждой из которой мы делаем выборы и решения, которые влияют на развитие отношений и конечный результат. Следовательно, мы имеем разные вариации концовок. Сама по себе игра с приятным визуальным стилем и уютной атмосферой. Прохождение истории занимает около 2 часов, плюс реиграбельная за счет разных концовок. Я бы сказала еще про эту игру, что она пытается создать уютный вайб, как раз special for women, зачем мы тут сегодня собрались, сглаживая углы и делая опорную точку на не просто тривиальный дейтинг-симулятор, а на что-то милое и доброе. В конце концов, зла и боли в мире достаточно, дайте хоть в играх порадоваться от умиления.
Begins and Always. Визуальная новелла с очень милыми отношениями и интерактивной романтикой. С самого начала нам дают возможность создать и настроить себя, и с этого момента нам предстоит пройти 3 этапа взросления, начиная с детства, заканчивая взрослой жизнью. На переходных этапах будет возможность определять черты характера и предпочтения ГГ, что также может отражаться на истории и на выборах. Игра позволяет медленно строить отношения с детства до взрослой жизни без давления. Мы, по сути, растем вместе с другими героями и героинями истории А, потому отношения формируются естественно. Романтические интересы, второстепенные герои и героини прописанные и не картонные, что тоже радует. Тут можно выбирать темп отношений, ориентироваться на дружбу или любовь, а можно и вовсе без этого. Здесь нет единого правильного пути, но лично меня еще порадовало, что тут есть троп slow burn. Стоит также упомянуть, что сама игра в Steam абсолютно бесплатная, но по желанию можно купить и платные недорогие DLC, артбук, музыкальный сборник, хотя и без этого игра вполне себе насыщенная и интересная. И еще в игре только английский язык. Еще одна игра, ориентированная на женскую аудиторию, Homie Sapphire. В Steam есть бесплатная демка этой игры, а также недорогая платная полноценная версия, что вышла не так давно. Игра только на английском, японском или китайском, но английский там очень легкий, и, что интересно для визуальной новеллы, читать там не то чтобы очень много. Игра довольно необычная сама по себе и не вписывается в стандарты жанра, потому что у нас тут атомы с сюрприз монстра-мужчинами, и хотя нельзя сказать, что эта игра полноценно про романсы, конкретно нацеленная на романсы, потому что это как бы хоррор плюс изучение выдуманного языка, как очень своеобразная интересная механика, но мы имеем супер милого длинноволосого парнишу, с которым можно увидеть очень классное взаимодействие и милашные ситуации. Тут нам, кстати, напряженные хоррор-сцены, интерактивные взаимодействия, диалоги. Порой непонятны, но в этом и прелесть. И еще тут целых 20 вариаций концовок. В общем, лично мне эта игра зашла, так что очень даже советую. Vampires in Your Area. Еще одна интересная по визуалу игра, и мне показалось в некотором роде стиль аниме 80-х очень вайбовый. Ссылку на нее я оставлю в описании к видео, потому что ее нет в Стиме. Также игра только на английском языке. Это у нас фэнтези-приключенческая новелла, как ясно из названия, с вампирами, и мы имеем вроде бы один романтический интерес и несколько концовок, что я очень люблю в таких играх, это возможность чатиться через сообщения, потому что у меня это вызывает какой-то восторг, так что вот тут есть что-то около этого и выглядит тоже интересно. Теперь про 2 игры, которые как бы не совсем романтика, но тем не менее, там есть возможности развития отношений. Первая очень известная Stardew Valley, про нее, наверное, много рассказывать не нужно. Тут у нас симулятор фермерства с пиксельной милой графикой, чудесными историями, разными механиками, и почему я вообще добавила ее в список, герои и героини тут кажутся живыми, со своими историями, радостями и печалями. У нас есть возможность завести романтический интерес, жениться, завести детей и даже увидеть развитие отношений после свадьбы. Любовные отношения, кстати, тут можно завести с 12 людьми, 6 парней, 6 девушек. Также есть забавный персонаж-монстрик, с которым романтить нельзя, но зато можно пригласить его жить вместе, и он как бы будет с нами в качестве друга и сожителя. А еще при прокачке отношений мы получаем разные интересные кат-сцены. И тут же про похожую игру, но не являющуюся клоном Долины Стардию, хотя так и может сперва показаться. Fields of Mystria. Она сейчас в раннем доступе, но, как говорят отзывы, даже так она уже очень и очень неплохая. Имеет только английский язык, и так же как Stardew, не исключительно романсы, но им тут уделено время. Хотя сама игра тоже является симулятором фермы и жизни. Тут у нас пиксельный анимешный стиль, тоже около 80-х, который выглядит приятно и мило. Хотя наверняка я и не поняла, сколько у нас есть романтических интересов, возможно, из раннего доступа мы пока точно сказать и не можем. Однако все тут тоже интересные, необычные и со своими историями. Теперь немного про игры, которые еще не вышли, но имеют определенный интерес на будущее, и у многих из них уже есть демки. Florid Bond. Сейчас это у нас лишь демо-версия игры, но даже в демку, я думаю, будет интересно позалипать. Это очень красивая и нежная по визуалу фэнтези-новелла с разными мифическими существами. Увидев ее, я захотела поиграть даже просто из-за того, как она выглядит. Типа, посмотрите на эти пастельные цвета, у меня сразу ассоциации с маршмеллоу и чем-то милым. У нас есть 2 романтических интереса, и мы можем исследовать даже тему полиаморных отношений с ними. Игра имеет только английский язык. Дальше у нас Imperial Grace, визуальная новелла, события, которые происходят в Средневековье, и тут упор на политику и романтику. Играя за новую императрицу, мы будем руководить подданными, отвечать на петиции, преодолевать кризисы и в целом решать разные дилеммы, которые могут изменить историю королевства. У нас будет 3 романтических интереса, плюс, как говорят разработчицы, добавят еще одного позже с выходом DLC. Игра будет иметь английский и французский, как показывает Steam, а демо-версия уже есть, можно затестить.
Далее у нас игра Touch Stars. Как я поняла, это у нас Dark Romance новелла. Мы играем за проклятую ГГ, которая искажает разумы тех, кому прикоснется. У нас будет 5 романтических интересов, а также разные концовки. В игре мы сможем настроить себе перса, выбрать происхождение и влияющие на способности. Демка уже есть в Steam, но поддерживается только английский язык, и насчет возрастного рейтинга я пока не уверена. Возможно, будет 16, а то и 18+. The Willow Mist Emporium of Antiques and Curiosities. Демки этой игры, к сожалению, нет, и дата выхода ее тоже пока неизвестна, но мне кажется, это будет интересная новелла. Как сейчас мы можем узнать, мы будем управлять антикварным магазином, встретим 5 романтических интересов с их историями и тайнами, а сам город, где это все у нас происходит, не так просто, как кажется на первый взгляд. В этой игре тоже планируется только английский язык, если что. Our Life Now and Forever. Игра от уже упомянутых создателей и создательниц Our Life, Beginning and Always. Демка есть в Steam, однако и сама игра значится бесплатной, когда выйдет. Она будет схожа с первой частью по сути своей, но как бы это не та же история, не про тех же ГГ, а учитывая успех и хорошесть первой Our Life, я думаю, это тоже будет классной, так что ждем. А сейчас у нас будет тут немного пикантного, так что оставайтесь, дамы 18+. Если тебе меньше 18 и ты осталась. Итак, многие 18+ игры заточены исключительно под мужской взгляд и обычно объективируют или сексуализируют женщин, но есть проекты, где фокус именно на, скажем так, женских фантазиях, эмоциональной вовлеченности и естественном темпе развития событий. Короче, снова же это в той или иной мере игры, нацеленные на женщин, имеющие female gaze, клад которого в гейм-индустрии не так много. И да, в подборке будут игры с рейтингом 18+, которые порой в некоторых моментах могут иметь ангстовые или дарк темы. И тут мы, как взрослые, понимаем, что разница между фантазией и реальностью огромная. Это то же самое, что я вначале говорила вот за это все. Типа, как знаете, некоторые романтические сцены или интересы в играх такие, типа, вау, прикольно, но в жизни, если бы я такое встретила, я бы сразу такая, нет, 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 уйди, уйди, уйди. Хотя тут не так все плохо снова же. Типа, окей, мы не призываем никого заводить отношения с демонами или фэнтези-вампирами в реальной жизни. Хотя если бы можно было... Ладно, погнали. Куда бы я делась, если бы я не упомянула его, да? Да, это была бы не я. Baldur's Gate 3. AAA, RPG, приключения, стратегия по D&D вселенной. Хотя тут очень много всего в плане сюжета и в плане боевок и реиграбельности. Игра одна из наибольших, что я встречала. Типа я прошла ее полностью около 9 раз, но все еще не видела очень многого. А там еще новый патч выкатят скоро с новыми подклассами и фоторежимом. Но мы тут сегодня собрались не за этим, да? Романсы. Это одна из тех игр, где романсы занимают важную и интересную часть геймплея, где они прописаны супер классно, горячо, мило, интересно. Снова же я могу про это говорить часами, потому что я дико обожаю систему романса в этой игре. Давайте быстренько пройдемся по романтическим интересам. Всего их в игре 8, 4 мужчины, 4 женщины. Есть возможность полиаморных веток с участием одного перса, потому что на остальных все будут как бы фукать условно. У нас тут есть отродье вампира с печальной историей сексуализированной травмой под приправой харизматичного эльфика и крутая сильная тифлингша с не менее печальной судьбой, но спойлерить не буду. Могу лишь сказать, что горит она очень ярко во всех возможных смыслах. Волшебник, которого, по сути, когда-то подвергли грумингу, не тому, что у животных, а психологическому. Любимая принцесса богинь, которая в один момент потеряла и свою память и саму себя, тоже сильная персонажка с интересной судьбой. Колдун, заключенным с демоницей контрактом, но не ради собственных желаний, а на благо общества. Гидская воительница со сложным характером, которую можно назвать нетипичной героиней за счет ее поведения. Друид-медведь, мемы с которым разлетелись перед выпуском игры со скоростью света. Можете звать его Дэдди, ну, буквально он сам себя так называет в игре. И жесткая любительница власти, женщина-дроу, которая за словом, как и за мечом, в карман не полезет. В игре, само собой, это все преподносится дольше и интереснее, с классными катсценами, диалогами, а все ваши выборы и ответы учитываются союзницами и союзниками, имея возможность улучшать или ухудшать мнение о вас, от чего меняется их отношение, вплоть до того, что они могут уйти из отряда. Наверное, стоит уже закончить этот пункт, пока меня дальше не понесло, в общем, советую. Передаю привет всем, у кого гиперфикс на ком-то из игры, я с вами. Dragon Age Inquisition. Ранее упоминала Dragon Age Veilguard, которая вышла в прошлом году и говорила, что там есть романс, но как бы они, на мой взгляд, не совсем доработаны. Или я много хочу. В любом случае, упомянуть эту часть стоит, потому что тут, как я знаю, у многих давно есть фавориты и фаворитки. Если кто не знает, Dragon Age Inquisition — это RPG Dark Fantasy, которая в свое время тоже получила много наград. По романсам их у нас тут 8 возможных, и у каждого и каждой из них есть свои предпочтения в поле и расе, ГГ. Кто-то, например, может быть с кем угодно, кто-то только с женщиной или только с мужчиной.
мужчиной, а кто-то только с эльфом или только с человеком. Тут также романсы работают на одобрение. Если вы добыли нужное количество флирта и одобрения, то отношения будут развиваться. Тут тоже есть разные сцены и концовки. Следующая в списке Cupid, a free-to-play visual novel. Это бесплатная окологотическая триллерная история, которая оставляет неоднозначные ощущения и поднимает порой тяжелые темы. Имеет также несколько концовок и только английскую локализацию. Тут нелинейное повествование, глубокий сюжет, прописанные ГГ. А еще тут как раз вся суть, можно сказать, не только в романтике, а в более, скажем, большем смысле, но спойлерить не буду. Дальше у нас пойдут романтические игры на телефон. Тут они тоже 18+, либо в тот они тоже в тот или иной момент 18+, так что да. Начну с известной сейчас игры. Love and Deep Space – симулятор свиданий с интенсивным, разнообразным, как для мобильной дома игры, игровым процессом. Начнем с того, что у нас тут сеттинг научно-фантастической вселенной, где нам придется не только романтить классных персонажей, но также еще придется драться с монстрами, проходить мини-игры, читать, слушать, смотреть истории. Но давайте по порядку. В игре только английский, японский, китайский, корейский языки и озвучки. Игра сама по себе бесплатная, в принципе, ее можно проходить без доната. Хотя и это может быть чуть сложнее, возможно, не все ивенты получится получить для себя, но тут наверняка не скажу, я сама в нее играть начала совсем недавно. Ну и забыла добавить, тут как бы есть всякие разные наряды, фоторежимы, но не все наряды без доната получится разблокировать, тоже, как я понимаю. Поправьте, если ошибаюсь, кто знает. Геймплей битв с монстрами в целом интуитивно понятный, и не сказать, что прям сложный, хотя многое зависит от вашего уровня и прокачки. Сюжет тоже мне показался интересным, хотя не везде все было понятно сразу из-за обилия инфы. Мини-игры милые и забавные. А также мне очень нравится, помимо того, что персы будут встречать вас на главном экране, где с ними всячески можно взаимодействовать, общаться и рассказывать про свой день, они еще и могут поставить для вас таймеры и сделать какие-то нужные вам напоминалки, и, внимание, могут запомнить и отслеживать ваш цикл, при этом еще делая забавные пометочки у себя в дневниках. Сами персы разнообразно имеют свои характеры, историю, предпочтения. Сильно спойлерить всякими свиданиями не буду, а вот какие-то ход-моменты тут не покажу. Вот вам на фоне мы видим один из многочисленных историй с фаворитами. Дальше у нас игра от казахских разработчиц и разработчиков, которая в последнее время, кажется, становится известнее тоже. Это Seven Heart Stories. Подобно похожим играм жанра, в ней есть система алмазов, однако проходить истории без доната, копя алмазики, не очень сложно. Я думала какое-то время, стоит ли добавлять ее вообще именно подобного рода визуальную новеллу в список, но сподвигла меня на это одна история, которую я как раз недавно допрошла в этой игре. Это «Последнее желание злодейки». Честно скажу, я не могу ручаться за остальные истории и насколько они хороши, но богиня, именно эта история меня так затянуло, что я просто не могу не показать ее. Тут даже не столько романсы классные, хотя они, несомненно, играют огромную роль и суть, но сама история и то, через что проходит героиня, как она меняется, и чувствуется это все, плюс атмосфера, нечто. Из тех, что я еще знаю, тут классная история про вампиров в стиле Dark Fantasy, но я ее только начала, так что больше не скажу. Из тех, что я видела, но не читала, тут есть истории в сеттинге древней Японии, зомби-апокалипсиса, фантастической утопии, фэнтези с эльфами, исторический турецкий фикшн, мифологическая история о викингах и также история про шоу-бизнес. Как мы понимаем, истории некоторые еще выходят, новые тоже будут появляться. Еще забавный факт, но из подобного рода визуалок именно тут в свое время был дикий, быстрый скачок в развитии рисовки, от чего многие очень хвалили ее. Последняя на сегодня игра The Arcana: A Romance Mystery. Это интерактивная история, действия которой происходят в магической школе. И тут у нас будут интриги, тайны, расследования, 6 романтических интересов. В рамках игры мы будем читать карты Таро для разных КГ, изменяя их жизнь. По ходу игры мы будем все больше узнавать про тех, для кого раскладываем эти самые карты. Соответственно, принимать важные решения, порой даже ставить других в опасность. Так, романтика в играх — это не просто опции для герли-геймерок. В конечном счете, все эти игры — это не исключительно про влюбленность или гиперфиксы. Это про желание в медиа видеть что-то свое, про персонажей, которые уважают тебя, про истории, где женский взгляд — это не объект, а субъект. А пока индустрия медленно, наверное, начинает понимать, что мы не ниша, а цельная и целая аудитория, то остается только поддерживать такие проекты. Раньше индустрия, кажется, думала, что если добавить адекватную романтическую линию любовную без объективации, например, то игра сразу станет слишком женской. Типа, почему это вообще минус? Ну ладно, последние годы показывают обратное.
Игры, которые ориентируются на хорошие, глубокие, прописанные романтические линии, собирают лояльную аудиторию, становятся культовыми. И это не потому, что «Ой, девочкам надо романы». Это потому, что это сделано классно и интересно. И мы хотим видеть персонажей с эмоциями, прошлым, выбором, которое влияет на их отношения, а не просто каких-то кукол и пиксели ради пикселей. Даже в крупных RPG стало появляться больше проработанных романтических веток, потому что это работает, блин, потому что это продает игру, это создает фан-базу, фанатов. И можно сказать, в какой-то мере тут female gaze меняет индустрию не потому, что кто-то решил делать игры для женщин, а потому что люди в целом хотят качественных романтических сюжетов. Потому что хорошие любовные линии — это равно вовлеченность. Вовлеченность — это обсуждение. Дальше уже гиперпиксы. А из этого следует у нас что? У нас следуют фандомы, арты, тренды, мемы, фанфики. И все это продвижение игры. Соответственно, компания получит больше денег, и им от этого будет один профит. Ну, главное то, что игры, которые нам это дают, остаются в сердцах и индустрии, и людей. И тут наше сегодняшнее общение подходит к концу. Хотелось бы мне как-то мемно или даже кринжово закончить, типа... Да, я намеренно зацензурила. Извините. Но нет, в общем, романсы — это не слабость, а вкус. А у нас с вами, как вы поняли, вкус отменный. Если у вас есть еще какие-то свои игры, можете писать в комментариях. На этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, тоже нормально. Всем пока.